Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Настал тот день, то самое долгожданное видео, обращение к нашему президенту Зеленскому, в котором я задам ему 50 вопросов. Я вас уверяю, 35-40 из которых вы даже не знаете вообще, что это происходит. И для вас будет очень полезно посмотреть это видео. Это видео вообще минимум на 100 тысяч просмотров. Поэтому репост, лайк, колокольчик обязательно. Начинаем. Вопрос номер 1. Где результат по Баканову? Страна имеет право это знать. Почему оно под грифом совершенно секретно? 73%, я в том числе, доверили власть вам, Владимир Александрович. Мы имеем право знать правду. Где сейчас ваш друг детства, который был главой СБУ все время вашей каденции и, самое главное, в начале российского вторжения? Вопрос номер 2. Данил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады Украины и, по сути, один из двух людей, которые курируют всю экономику Украины и задают импульс, куда мы идем. Работал 8 лет помощником Сивковича, признанного Госдепом агентом ФСБ, на которого наложены американские санкции, который творит невероятные вещи для украинского бизнеса. У меня вопрос, долго еще это будет продолжаться и в курсе ли вы вообще всех тех процессов, которые происходят сейчас в экономике Украины? Вопрос номер 3. 3 февраля 2023 года глава НБУ Андрей Пышный отстегнул мелкому Пинбанку 50 миллионов гривен долгосрочного кредита рефинанса из кармана налогоплательщиков на неизвестные цели и под непонятные залоги. Всего этот банк уже должен Нацбанку около 600 миллионов гривен потенциально невозвратных кредитов. Интересно другое, что основной владелец Пинбанка, гражданин Российской Федерации Евгений Гинер, бывший бандит, а теперь президент российского футбольного и хоккейного ЦСКА, близкий друг Путина. Теперь Гинер сворачивает бизнес в Украине, выводит свои капиталы за границу, получается при помощи щедрого патриота Андрея Пышного за счет бюджетных денег. Если это не коллаборационизм и коррупция в НБУ, то что это, Владимир Александрович? Вопрос номер 4. Верховная Рада 276 голосов приняла решение о сокращении сроков проверок по возмещению НДС с 60 до 30 дней. Знаете ли вы, Владимир Александрович, что на самом деле это такая очередная форма индульгенции для олигархов-экспортеров? Главные бенефициары: Ахметов ДТЭК, Пинчук, зять Кучмы, Косюк, Нашаряба, Бахматюк, тот самый с Минобороны, Резников, где яйца по 170, аграрий Петр Порошенко, муж Юлии Тимошенко и прочие члены нашего политбюро. Идею протолкнул слуга народа нардеп Ярослав Железняк, который героически выдает инсайды в своем телеграм-канале, при поддержке кого? Данила Гетманцева, о котором я сказал 5 минут ранее. Ермак, конечно же, ничего не знает, не понимает, естественно, и вообще там ни в теме, ни в доле, конечно. Люди, если вы сходите за покупками в любой супермаркет или магазин, и там в чеке вам напишут 20% НДС, то не сомневайтесь, что эти деньги не пойдут в ЗСУ, на армию, на соцнужды. Эти 20% осядут в карманах членов Политбюро при помощи Гетманцева и Железняка. Владимир Александрович, вы это знаете? Вопрос номер 5. Открытым остается вопрос, что Госукрпочта во главе с человеком Рената Ахметова Игорем Смелянским будут делать с десятками миллионов старых, но рабочих лампочек Ильича, полученными от населения взамен на гуманитарку от Европы в виде LED-ламп. Это беспрецедентная акция, когда гуманитарная помощь других стран для простых людей не просто раздают, а меняют на некие материальные ценности с непонятной целью. Доход Укрпочте в виде полученных от людей по обмену лампочек потенциально составит более 300 миллионов гривен. Хотя, возможно, Ахметов просто снабдит старыми бесплатными лампами свои шахты или увеличит подсветку виллы с 200 миллионов евро на французской ривьере. Владимир Александрович, вы в курсе этого? Вопрос номер 6. Очередной яркий пример коррупции нынешних чиновников, которые зарабатывают на госсредствах космические суммы. Аккордбанк, посла Украины в США Оксаны Маркаровой, той самой, которой Байден аплодировал, да, вы все видели это видео, собирается прикупить госбумаги на 25 миллиардов гривен. Это больше, чем $500 миллиарда. У банка с активами 11 миллиардов просто нет таких денег. Скорее всего, он привлечет их у Нацбанка в виде кредитов рефинанса. Банк Маркаровой зарабатывает на сделках минимум 2-2,5 миллиарда гривен за счет кармана налогоплательщиков. Глава НБУ, бывший Кирилл Шевченко, уже это одобрил когда-то. Эти фантастические сделки. И при этом Маркарова рядом с Байденом представляет Украину. Вас это устраивает, Владимир Александрович? Вопрос номер 7. На українській мові. 5 січня 2023 року НБУ повідомив, що наклав штраф на Альфа-банк в Україні, тепер Сенсбанк, 47,7 мільйонів гривень. В основному за відмивання брудних коштів банк, скоріше за все, буде ліквідовано. Основний власник фінустанови – кремлівський олігарх Михайло Фрідман, який давно під санкціями ЄС та США та невідомо де переховується. Обращаюсь зрителям, у кого в Альфі ще є гроші, можете їх там залишити, якщо вони вам не потрібні. Владимир Олександрович,
Геній економіки, заступник голови ОП Ростислав Шурма повідомив, що акцизи і ціни на цигарки, алкоголь та пальне зростуть до європейського рівня, тобто в декілька разів. Це підвищення оподаткування шкідливого споживання тютюну, алкоголю і палива. У межах реформи ми будемо переводити акцизні ставки податків до середніх європейських рівнів, каже Шурма. Кто пострадает? Вы, уважаемые зрители, то есть конечный потребитель. Самое время для этого вы считаете? Владимир Александрович, вам еще один сигнал. Вопрос номер 9. Основной поставщик яиц для армии по 170 гривен за десяток, беглый олигарх Олег Бахматюк, продавец куриного мяса по 120 гривен килограмм, миллиардер, герой Украины наш ряба Юрий Косюк. Оба птенцы гнезда Петра Порошенко. А министр Резников несет всякую чушь. Ранее министр был партнером по юрфирме «Астерс», которая обслуживала бизнес Порошенко и Валерии Гонтаревой. А сейчас также защищает интересы бизнеса Ахметова. Сомневаюсь, что вы, Владимир Александрович, не в курсе дела. Вопрос номер 10. Бывший нардеп от партии регионов Виталий Хомутынник, родственник Сергея Притулы. Бизнес-партнер Сепара Сергея Курченко, братьев Буряков, несмотря на призывной возраст, без проблем выехал за границу после начала войны. Это батальон Монако. Но никто его не ищет, потому что он долларовый миллиардер и был по декларации самым богатым нардепом ВР за всю историю. По слухам, проживает в Австрии, Швейцарии или Монако, или курсирует между этими тремя местами. Вопрос номер 11. Фунт Петра Порошенко, зятя Кучмы Виктора Пинчука, по совместительству чех Томаш Фиалов, владелец фирмы Dragon Capital, сайта «Украинская правда», сайта «Новое время», мощного Юникс-банка, который Фиала якобы купил у младшего бизнес-партнера Ахметова Вадима Новинского, кучи самой дорогой недвижимости в Киеве. Он также постановой инвестор партии «Голоса» Вакарчука-Пинчука на деньги Пинчука. Прогнозирует курс доллара в этом году 43 гривны за доллар. Падение ВВП экономики на 5%. И сказал, что большие самая трагедия, одна из больших трагедий, это то, что позволила власть перевестись на налог новый во время войны 2%, который вот-вот был, кстати, отменен. Вы считаете, Владимир Александрович, это нормальным? Но я хочу подчеркнуть, что всю информацию, которую я сейчас озвучиваю, какие-то вопросы я сформулировал сам, но такой вопрос, например, как этот, и большинство этих вопросов мне подбросили вот в почтовый ящик, целый пакет. Для меня сформировали, я просто зачитываю. Вопрос номер 12. Проходил ли Андрей Ермак проверку службы внутренней безопасности, спецслужбами перед тем, как вы его назначили главой офиса президента Украины? Вопрос номер 13. Столар, финансовый центр Кличко. Почему его всего лишь не выпустили из страны? Неужели никаких других действий вы считаете не нужно в отношении него делать? Вопрос номер 14. Голова НБУ Андрій Пишний розпродав з валютних резервів держави більше 700 мільйонів доларів США, які були отримані як фіндопомога від міжнародних спонсорів та кредиторів. Бакси були продані Пишнім по курсу 36,5 на Міжбанку. В основному державним Привату, Ощаду, Укргазу, Універсал-банку Тігіпка, тобто Монобанк, та Росальфа-банку, Сенсбанку, кремлівського олігарха Фрідмана, які перепродали цю валюту по курсу 40-45 гривень за долар. З початку нової війни НБУ пустив на валютні спекуляції та вивід капіталів топ-чиновників та олігархів з ЗВР більше 20 мільярдів доларів, отриманих від міжнародних спонсорів на війну проти Раші. Але жодного цента з цих грошей не було витрачено на ЗСУ та армію. Вопрос номер 15. Говорят, что зарплаты топ-госбанкиров в прошлом году выросли еще минимум в 2 раза при инфляции 26 годовых. И глубокие убытки госбанков. Правда это или нет? Хотя все мы знаем, что на самом деле инфляция гораздо выше, чем 26%. Вопрос номер 16. Из серии назначения Ермака и министра иностранных дел Кулебы на дипслужбу непредсказуемы. Но скорее всего хорошо оплачиваются. В 2021 году советником по экономике, точнее по деньгам, в посольстве Украины в Южной Корее назначен банкир, уголовник, экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Он также владелец мелкого РВС-банка в Украине, который специализируется в основном на отмывании денег, говорит мой анонимный источник. Порошенко, Кононенко и пропавшего без вести где-то в Испании Сидорчука Гладковского. Помните еще такого персонажа? Демчак в далеком 2012 году был арестован по подозрению в отмывании 50 миллионов гривен, но отделался легким испугом и уголовным наказанием и вышел досрочно. В 2019 году РВС-банк Демчака был оштрафован Нацбанком на 3 миллиона гривен за отмывание грязных денег на несколько миллиардов, но штраф так и не заплатил. А вы еще смеетесь, друзья, над назначением посла Украины в Болгарии, да, это секс-эксперта. Кстати, Южная Корея очень хорошее место, чтобы пересидеть войну, сроки исковой давности, имея дипломатический паспорт. Интересно, сколько на этом назначении заработали Кулеба и Ермак. Вот вопрос Владимиру Александровичу, вы знаете такое? Сколько заработал Ермак и Кулеба на этом всем? Финмониторинг отчитался, что в прошлом году в ГПУ, СБУ, ГБР и т.д. передали подозрительных мощных операциях на 75 миллиардов гривен. Из них были заблокированы почти 8 миллиардов. В основном это операции, связанные с финансированием терроризма, сепаратизма, военной агрессии РФ в Беларуси против Украины, сообщает Финразведка.
Но потом все разблокировали. В итоге ничего из этих миллиардов не было конфисковано в доход государства. Никто из террористов-сепаратистов не пострадал, разве что поиздержались на адвокатов откаты. Много лет руководит Госфинмониторингом некий экс-нардеп Бют Игорь Черкасский, которого на эту хлебную должность протолкнула Юлия Тимошенко, когда была премьер-министром у Виктора Ющенко. Странно, что Черкасский до сих пор там работает. Но в это время Финмониторинг кошмарит обычных граждан Украины, мелкий бизнес, мелких предпринимателей, пока там такое творится. В курсе ли вы этого, Владимир Александрович? Глава Госукрексимбанка Сергей Ермаков, протеже Андрея Ермака, просит докапитализировать его банк из госбюджета на 5-6 миллиардов гривен. При этом учреждения не кредитуют физлиц и малый и средний бизнес, они также не финансируют армию. Деньги глубоко убыточного Эксима из карманов налогоплательщиков за счет эмиссии ОВГЗ по традиции потратят на отмывание и вывод капитала ВИП-чиновников, в том числе бывших, за границу. Глава НБУ Пышный, министр финансов Марченко, конечно, не откажут Ермаку после того, как он им позвонил. Знаковая, или точнее позорная сделка в Украине фонда госимущества, который возглавляет некий узбек Рустем Умеров, в прошлом инвестбанкир впервые в истории продал морской торговый порт в Украине Усть-Дунайск за смешные 200 миллионов гривен. Умеров в 2019 году был избран народным депутатом от партии «Голоса» певца Вакарчука, его спонсора зятя Кучмы Виктора Петченка. В парламенте Рустем возглавлял временную спецкомиссию по вопросам мониторинга международной материальной и техпомощи Украине. Был сопредседателем депутатского объединения «Крымская платформа» участников украинской переговорной группы с РФ по протекции Мустафы Джемилева. Морской порт у Рустема через Прозоро купила неизвестная никому на рынке фирма «Эликсир Украина», записанная на фунта полубомжа Валерия Вихренко, уроженца Одесской области. По слухам, неформально фирма принадлежит беглому пророссийскому олигарху Дмитрию Фирташу, который давно пытается скупить морские порты в Украине в интересах Кремля. Теперь ему это удалось впервые и 100% без помощи Андрея Ермака. Большой привет. Голова НБУ Андрій Пишний розпродав з валютних резервів майже 660 мільйонів доларів, отриманих як міжнародна допомога. Куди поділася виручка від продажу валюти у розмірі 26,5 мільярда гривень в НАБУ, в НБУ не повідомляють. Але відомо, що Нацбанк жодного мільйона з цих грошей не витратив на купівлю держоблігацій у Мінфіна, тобто не фінансував дефіцит бюджету та потреби армії. Він навіть не видав довгострокові кредити рефінансбанкам. Одна з версій, що левова частка з 26 мільярдів пішла по колу на купівлю валюти того ж НБУ для спекуляцій через наближені банки за рахунок короткострокового кредитування до 30 днів та на вивід капіталів ВІП-клієнтів за кордон. Тоже довожу до вашего сведения, вы точно это, Владимир Александрович, не знаете. Нацбанк во главе с Андреем Пышным только за декабрь продали банкам из резервов за декабрь 2022 года имеется в виду, более 3 миллиардов долларов США, а выкупил на межбанке всего 30 миллионов долларов. Проданная валюта – это международная помощь Украине от иностранных доноров. Баксы из резервов НБУ ушли в основном на валютные спекуляции, вывод капиталов ВИПов за границу. По факту ЗСУ ничего не перепало из этих 3 миллиардов. Владимир Александрович, вы понимаете, что это значит? Ровно год назад адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что все имущество пятого президента арестовано государством. То ли по подозрению в отмывании денег, то ли в госизмене, но Петр Алексеевич вышел сухим из воды. Интересно, что на момент ареста имущество Порошенко было примерно 1,8 миллиарда гривен налички, в том числе 423 миллиона гривен и 51 миллион долларов США. Это примерно КАМАЗ с прицепом, которые исчезли в неизвестном направлении. Даже небольшой части этих денег было бы вполне достаточно, чтобы решить вопрос с Ермаком, судами и прочими нашими ГПУ, СБУ. Это так, предположение, конечно. НБУ. З початку нової війни міжнародна фіндопомога 31 мільярд доларів, але на армії нічого не витратили. Почему не сокращен до сих пор госаппарат, Владимир Александрович? Как было 400 тысяч чиновников в Украине, так и осталось. Часть территории России отжала, кризис, куча людей, 14 миллионов украинцев, по информации из прессы, уехала, а чиновников сколько было, столько и есть. Почему так? Нацбанк по главе с Андреем Пышным постепенно уверенно отжимает с рынка небанковские платежные системы и их терминалы, которые до сих пор чудом работают на рынке, несмотря на войну и перебои с электрикой. Так, например, НБУ требует от владельцев популярных терминалов 24 онлайн 51 тысячу гривен штрафа якобы за отмывание грязных денег. Фирма принадлежит гражданину Болгарии Цанко Каловскому. Еще около 10 миллионов гривен штрафа Пышный вымогает от банка iBox, который контролирует сетку платежных терминалов iBox. В итоге их могут прикрыть в любой момент с потерей всех платежей клиентов, ваших, то бишь. Чиновники НБУ как бы намекают, что платежи наличными надо проводить только через Госприватбанк или Госощадбанк, который ранее управлялся тот же Пышный. А конкурентов просто защищают, как это умело делать Гонтарева. В чем разница тогда, Владимир Александрович, между вами і Петром Олексійовичем? Міністр фінансів Сергій Марченко виступає проти зниження податків. При цьому він разом з головою НБУ Андрієм Пишним
Саботують залучення в дирявий держбюджет країни інвестицій через ОВДП, в тому числі військові, тому що Марченко не хоче піднімати ставки по держоблігаціям, зараз 16-18 річних, незважаючи на ризики України. Мабуть, чекає на великі відкати. А Нацбанк в цей час залучає вільні кошти банків під 27% річних через продаж дипсертифікатів. Інвестиції банків, в тому числі державні, в ці квазіпапери вже перевищили 400 мільярдів гривень. НБУ витратив залучені сотні мільярдів в основному для валютних спекуляцій та вивід капіталів олігархів та топ-чиновників за кордон через рефінансування наближених банків. Цікаво, що президент, Володимир Олександрович Зеленський, заявив, що податкова система не влаштовує ані тих, хто сплачує податки, ані тих, хто збирає податки. Не влаштовує вона і тих людей, які отримують зарплати та пенсії з цих податків. Все правильно, але якщо ви не виженете, Володимир Олександрович, Марченка, Пишного і Гетьманцева, то нічого не зміниться. Податки будуть зростати, а приватні інвестиції в держборг через ОВДП, в тому числі на потреби армії, зменшуватимуться. Вопрос, почему Марченко і Гетьманцев ще на должностях? Фієрія, заступник керівника ОП Ростислав Шурма, пропонує ввести податок на зняття готівки. Владимир Александрович, есть у вас мнение на этот счет? Что вообще происходит? Кабмін Шмигаля Ахметова декілька місяців тому надав гуманітарної допомоги зерном 21 тисячу тонн невідомим країнам Африки та Азії за рахунок держбюджету, тобто ваших платників податків. За останній квартал 2022 року подарунки зерном від уряду в екзотичні країни склали 125 тисяч тонн. У нас что, в стране настолько все прекрасно, что мы готовы и такое делать? Беглый экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, который в розыске НАБУ за свою каденцию выдал более 100 миллиардов гривен кредитов рефинанса из карманов вас, налогоплательщиков, и меня, на неозвученные цели и, конечно, без откатов 10-20%. Поэтому теперь может спокойно жить в любой стране Европы, например, Швейцарии или Хорватии. Он назначався при вас, Владимир Олександрович. Ждем коментарі. Уряд Шмигаля людини Ахметова повернув позапланові перевірки малого середнього бізнесу, в тому числі з боку ДФС. Тобто держава замість підтримки бізнесу, який ще чудом живий, знову буде його доїти по жестяку. Почему Украина не использует одобренный США ленд-лиз в свете контрнаступления и битвы, которая приближается и анонсируемая всеми? Вопрос номер 31. Считаете ли вы нормальным те позорные видео с вручениями повесток? Не считаете ли вы нужным объясниться в своих видеообращениях с нами, гражданами Украины? Неужели мы скатились до методов такие, как проповедует Путин? А почему не уволен нет расследования против Резникова, который по всей информации проворовался и 5 раз, уже 10 раз менял показания? Ну, так как все это выглядело в прессе, конечно. Скажите, пожалуйста. И он сказал, что вы лично, он сказал, мой президент, меня оставили. Ждем от вас комментарий на этот счет. Вопрос номер 33. Как такие персонажи, как Лиев и Шарапов, попали в замок к Резникову? Мне сказали, что это люди Ермака. Вопрос номер 34. Почему год государство и ваше окружение делало все, чтобы дроны не производились у нас в Украине, но при этом РФ производит их как горячие пирожки, в том числе планирует это делать совместно с Ираном? Почему блокируются все попытки нормального рыночного бизнеса, который готов и кричит, и тянет руку, мы готовы производить? Почему все это делается и курируется по слухам Арахами? Почему в этом нет хоть сейчас свободного рынка в помощь защитить нашу страну? Вопрос номер 35. Почему вы и Данилов, глава СНБО, называете всех, кто поднимает наши внутренние проблемы в публичном пространстве, врагами? И в частности, такую точку зрения высказал глава офиса президента Ермак в интервью Forbes Украина изданию. Считаете ли вы это нормально, Владимир Александрович? Вопрос номер 36. Знаете ли вы, что мелкий и моечный банк Аккордбанк, экс-главы министра финансов, теперь посла Украины в США Оксаны Маркаровой, во время новой войны получил в Нацбанке во главе с Шевченко, вашим тоже ставленником, почти 600 миллионов гривен кредитов рефинанса без всяких залогов. Всего банк Маркаровой уже должен НБУ около 6 миллиардов гривен, при активах Аккорда в 7 миллиардов гривен. НБУ при Смолье оштрафовал Аккорд на 2,3 миллиона гривен за отмывание грязных денег на сумму более миллиарда. Но штраф никто так и не заплатил. Новые кредиты НБУ Аккорд потратил в основном на спекуляции с валютой и ОВГЗ, а также на вывод капиталов олигархов и топ-чиновников за границу. Вопрос номер 37. Почему во время войны МВД не занимается очисткой Украины от крупных кланов ОПГ, крупного криминала, часть из которых имеет связи с криминалом и спецслужбами из Российской Федерации? Вопрос номер 38. Як не дивно, але новий голова НБУ Андрій Пишний 11 листопада минулого року свій перший довгостроковий кредит рефінансування НБУ видав не будь-кому, а маленькому Моторбанку в розмірі 10 мільйонів гривень. 100% акцій цього банку належать скандальному Вячеславу Богуслаєву, екс-власнику Моторсічі, того самому, которого задержала СБУ за госизмену.
Як відомо, 24 жовтня Богуслая взятий під варту та його майно заарештовано СБУ в зв'язку з підозрою державній зраді та співпрацею з Рашою у військовій сфері. Але це не завадило Пишному видати, тобто подарувати, виходить так, Моторбанку Богуслаєва 10 мільйонів державних коштів, які ніколи не повернуться. Якщо це не зрада або якась корупція в НБУ, тоді що це, Володимир Олександрович? Питання до вас. И еще раз подчеркну, что это не я говорю, это мне подбросили анонимно, но звучит как правда. Вопрос номер 39. Когда общественность узнает показания Медведчука против Порошенко? Аккурат перед выборами, чтобы использовать и устранить главного конкурента? Или может героический народ Украины, который на самом деле вытягивает на себе эту войну, достоин знать правду сейчас? Все идет к тому, что вы, Владимир Александрович, хотите использовать это для устранения политического оппонента, конкурента, которого и я не терплю, и более половины населения Украины. Но все должно быть честно, без сведения политических счетов. Засекретили с Бакановым, кинули нам пайку с Медведчуком, там 2-минутную нарезку допроса. Скажите сейчас правду, не перед выборами. Вопрос номер 40, приближаемся к концу уже. Почему Кирилл Тимошенко и другие бывшие замы главы вашего офиса просто уходят с должностей? Где причины ухода? Где расследование? Это прикрытие коррупции? Вопрос номер 41. Знаете ли вы, как и кто назначает таких, как Мустафа Наем, на такие важные должности, как это все происходит? Какие достижения у Мустафы Наема, у Лещенко, что они находятся, тот руководит госагентством, будет руководить, тот в бордах крупнейших госпредприятий? Вопрос номер 42. Почему Нацбанк во время войны продает банкам миллиарды долларов из резерва страны, в том числе из международной помощи по курсу 36,5, что я говорил ранее? Банки перепродают эту валюту по 40-41 курсу. То есть сейчас миллиард долларов, проданных из резервов, посредники получают 5 миллиардов гривен чистой прибыли. За счет обнищавшего населения, уничтоженного мелкого и среднего бизнеса, уничтоженного гетманцев и ко. И этот бизнес банки никак не кредитуют. Что происходит? Вы в курсе этого, Владимир Александрович? Вопрос номер 43. Почему все эти годы мы содержали такой громадный, дорогой силовой аппарат спецслужбы? В итоге в Украине оказалось столько агентов Российской Федерации, они продолжают скрываться, и на фронт силы под руки тащат людей позорно в стиле Российской Федерации, которые к этому не готовы и работают на экономическом фронте в тылу. Вопрос номер 44. Украина потеряла огромные территории. По информации прессы и всяких там организаций, 14 миллионов человек выехали из Украины, разрушились семьи. Почему в Украине не сокращается госаппарат? В начале своего президентства вы показывали, что у вас отдельная линия спецсвязи с Арахами и Давидом Брауном. СМИ показали десятки случаев коррупции и связи этого Брауна с криминалом, покрывательство ОПЗЖ партии. Почему он по-прежнему в вашем ближайшем окружении доверенное лицо и очень часто высказывается от вашего имени? Продолжаете ли вы по-прежнему официально считать Арахамию своим близким человеком, рупором, доверенным лицом? Вопрос номер 45. Разведка обладает информацией, что по некоторым мэрам крупных городов, которые готовы были сдать города Российской Федерации, чтобы сохранить должности, свое имущество, свой бизнес внутри своего же города. Почему в такой тяжелый момент они все еще остаются мэрами городов, крупных городов, городов, где до войны были данные, находится максимальная концентрация населения лояльного к России? Прокомментируйте, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Это важно с точки зрения госбезопасности. Как поступать мужчинам, у которых семья за рубежом, денег нет, в армию не берут, имущество развалено, не за что питаться? Как существовать, за что покупать еду, где жить? Ответьте, пожалуйста. Не стыдно ли вам за поведение вашего друга, кума главы вашего офиса, вообще за его поведение? Я говорю о Николае Тищенко. Считаете ли вы нормальным, когда такой человек находится в вашей партии и является, вся Украина знает, что это ваш друг и тоже ваше доверенное лицо? Почему лидеры ОПЗЖ продолжают учить украинцев жизни? Почему Юрий Бойко, который в первые дни войны давал интервью, там, эфиры свои крутил у Соловьева, пропагандиста, почему он до сих пор в Украине, в отношении него не произведено никаких действий? А глава СНБО Данилов называет таких людей, как я, с другим мнением, агентами Российской Федерации и ходит, вешает ярлыки. То есть Бойко не агент Российской Федерации, а я агент, только потому что у меня отличное от Данилова мнение? Вы считаете это нормально, Владимир Александрович? И последний 50-й вопрос. Не кажется ли вам, что плохой мир лучше хорошей войны? И что наши люди, украинцы, их жизнь важнее, чем территории, где 90% населения являются фанатами и сторонниками русского мира? Наперед я знаю, что ни на один вопрос я не получу ответ, и общество не получит ответ, но хотя бы вы точно это услышите. Я знаю, что вы пользуетесь соцсетями,
И вы, люди, это все услышали. Пишите комментарии, распространяйте, репост, кнопка спонсировать, звоночек ставьте. Жду вас на стриме в воскресенье. Пока.